Итак, сегодня мы поговорим о том, как играть в битву големов, если вы не разбираетесь в программировании, если вы полный нуб, как говорится, и если вам нужно понять, попытаться разобраться в правилах. На самом деле все достаточно просто. Начнем с комплектации вообще, что вы получаете, открыв коробку, и что вам нужно для начала, а что вам нужно будет уже потом, то есть можно отложить в сторону. Ну, начнем с того, вот, есть такая книга головоломок големов, их можно пройти, это как бы сама обучающая книга, но о ней мы поговорим в следующий раз, сегодня мы ее отложим в сторону. Самое главное – это правило. Ну, если вы смотрите это видео, значит, вы в правилах могли не разобраться, поэтому я сейчас постараюсь как раз эти правила объяснить и перейдем к содержимому самой коробки. Так, ну вот эту коробку открыли, это мы отложим в сторону, это нам не надо будет. Так, здесь у нас есть сами големы. В комплекте идут 4 фигурки, нам нужны только 2, мы берем красную и синюю. То есть мы будем играть за красного и синего. Вообще игра рассчитана на 2 игроков, соответственно, дуэльная игра, но если вы хотите играть большим числом, то можете купить 2 коробки и, например, взять на других красных и синих, наклеить другой комплект наклеек, но в нашем случае они наклеены на ботов, на желтого и зеленого, и играть, например, на 3-4 игрока. То есть нам нужно будет только игроки красный и синий. Желтых и зеленых мы откладываем в сторону. Далее нам нужен будет кубик. Для чего объясню? Ну, на первых порах он нужен будет, если вы будете вводить карты бонуса. Ну, кубик давайте пока отложим, давайте без него попробуем. Так, далее нам нужны будут карты. Так, вот бочки нам пока тоже не нужны будут, ну, тоже их рассмотрим, поэтому тоже отложим в сторону. Из карт мы убираем вот такие карты с бонусами. То есть карта условия, если иначе. Убираем карту переноса груза, пока мы ее не будем использовать. И убираем карты цикла. Эти карты мы убираем как для красного игрока, так и для синего игрока. То есть все, мы их убрали в сторону. Они нам не нужны будут сейчас. Они нам сейчас будут не нужны. Так, если кому интересно, можете будете задавать вопросы, как на YouTube, так и в Zoom. Кто подключился, я постараюсь там по ходу на них отвечать. Конечно, я буду рассказывать, но можно также будет посмотреть. То есть по ходу все это отвечу. Так, сейчас я посмотрю, чтобы у нас шел звук. Все хорошо. Так, все. Ну, продолжаем. Далее. Нам нужны будут карты игрового поля, можете их отсортировать. Мы, понятно, будем использовать не все. Мы сегодня будем использовать самое простейшее игровое поле, поэтому вот эти карты мы пока отсортируем. По тому, как формировать игровое поле, я расскажу чуть попозднее. То есть карты игрового поля мы отложили в сторону. Далее, карты команд. Вот с красненьким и оставшиеся, и с синим игроком мы рассортировываем на 2, как говорится, кучки. Каждому игроку мы их отдадим. То есть у нас вот это красный игрок. Это его карты, и синий игрок. Это будут его карты. Вот синий игрок. Они отдаются на руку игроку. Так, ну давайте его сейчас, чтобы место освободить, уберем коробки, которые у нас есть, чтобы у нас было место для игроков. Далее, карты формирования големов. Для начала мы будем использовать простых големов, то есть самых базовых, поэтому нам нужно будет копье. Нужен будет такой вот мозг и вот такой колесный движитель. Это для первого игрока. Так. И даже не копье. Ну, давайте возьмем для одного игрока копье, а для второго возьмем нож. Тоже такой же точно мозг. Големы будут абсолютно одинаковые. И тоже колесный движитель. Все, по 3 карты. То есть наши големчики формируются из 3 карт. Здесь же вы в комплекте еще можете найти так называемые карты ботов. Они нужны, чтобы играть с ботами. Но мы их тоже в сторону убираем, потому что сейчас они не понадобятся. Также мы не будем использовать команды ботов. И останется нам такая карточка. Это счетчик раундов. То есть у нас 8 раундов. Также здесь показано, какие бонусы могут выпадать. Но мы будем играть без бонусов. Все. То есть мы подготовили наши карты.
Так, и еще нам нужен вот такой желтенький жетончик. Это будет как раз вот счетчик раундов, он показывает, сколько у нас раундов. Големы у нас имеют определенный заряд. Мы их можем 8 раундов всего играть, то есть нам нужно продержаться 8 раундов для победы. Поэтому попытаемся за эти 8 раундов победить. Так, что мы делаем? Как я говорил, вот эти карты для синего-красного игрока мы откладываем в сторону. Предположим, здесь будет синий игрок, здесь, предположим, будет красный игрок. Вот в этом месте. Тут у нас будет красный игрок. Все, мы его отложили. Теперь мы кладем счетчик раундов. Вот у нас счетчик раундов, мы его кладем вот сюда. И у нас будет первый раунд. Играть. Теперь выкладываем самих големов. То есть голем у нас есть, вот у нас шестереночка целая, вот такая, и шестереночка поврежденная. То есть когда у нас голем повреждает, по нему попадает, вы выбираете, что ему повредить. Как видите, карты влияют на повреждение, то есть число команд уменьшается, которые вы можете использовать. Тут 4, тут 2 резко. Здесь у вас голем начнет глохнуть, то есть колесный движитель не будет работать. В нашем случае, где выдвижное копье, когда оно целое, оно бьет на 2 клетки. Когда оно поврежденное, оно бьет только на 1 клетку. То есть, ну, давайте вот используем этот первый голем. У нас синий, он будет вот такой. Он у нас будет с копьем. Второй голем у нас мозг и колесная база такая же. Вот его сюда кладем. Так, эти карты давайте сюда положим. И у него будет электронож. Что означает электронож? То есть, смотрите, когда он целый, он бьет на 1 клетку, но если под противником вода его замыкает, то он получает удар. Ну, в нашем случае воды не будет. Ну, когда электронож сломан, он просто бьет на 1 единицу без всяких спецэффектов. Все, мы выложили 2 големов. Видите, у нас роботы скомплектованы. У вас еще есть там дополнительные бронемозг, есть движитель. В дополнениях планируем еще выпустить дополнительные там какие-нибудь крутых големов. Но пока вот так. Теперь поле игровое. Смотрите, игровое поле состоит из простых клеток, на которые вы можете перемещаться без всяких ограничений. То есть вот, предположим, мы вот так вот их выложим. Вот, смотрите, у нас поле получается 2 на 3, например. Вот таким вот образом я его... Так, это у нас с водой взял. Вот, 2 на 3. Так, теперь у нас на игровых полях есть стены. Голем на стену пройти не может. Она ему задает препятствия, поэтому вот давайте предположим, у нас вот здесь будет стена. И давайте предположим, где еще вот игровое поле так выложим. И предположим, так, где у нас стена будет. Сейчас найдем. То есть карты двухсторонние, поэтому ищите, какие вам нужны интересные карты для поля. И выкладывайте, как вам заблагорассудится. Здесь не имеет значения. Это все зависит от вашей фантазии. Вот смотрите, вот такое будет поле. То есть вот тут стена и вот тут стена. Так, я сейчас подвину, чтобы вы увидели. Вот такое игровое поле. Так, камеру чуть сделаем. Так, ну, дополняем это поле до... Нет, давайте даже не так сделаем. Давайте даже сделаем вот так. То есть стены будут одинаковые. И есть вода. Если голем становится на воду, то сейчас я покажу карту воды. Так, я по цвету найду, чтобы было красиво. Так. Вот есть карта с водой. Он, вот в нашем случае колесный, он получает повреждения и должен будет выбраться на сушу, если как бы там попадает случайно. Поэтому здесь надо тоже будет следить, чтобы в воду не попасть. Так, ну и чтобы сразу разобраться, что у нас есть на игровых полях. Есть лесенки. Лестницы надо выкладывать парные. То есть, предположим, я вот выложу вот так сюда. Так, давайте, чтобы нас лучше было видно, поле разместим вот таким вот образом. То есть, смотрите, вот здесь лестница будет у нас. Поле мы подвинем вот таким вот образом, перевернем. Так. Здесь сделаем вот так. И сюда сделаем вот так. И сюда поставим еще одну лестницу. Сейчас объясню, для чего. Так, и давайте найдем лестницу, которая с желтеньким полем. То есть, где-то у нас в картах есть. Так, вот так. Вот смотрите, поле красивое, получается такое равномерное. Поле у нас размером 1, 2, 3, 4 на 4 клетки. Небольшое, как раз для 2 големов. И, предположим, големы будут начинать у нас играть вот отсюда. То есть голем один будет стоять вот так. Это вот важный момент, как стоят големы. То есть у них, вот если посмотрите, вот это вперед. То есть это боковые части, а вот так вот эти вот, где носик у него оружие, он смотрит вперед. Мы ставим сюда.
Все, игровое поле есть. Ну, что такое лестница? Если голем встает на лестницу, он автоматически перемещается на парную лестницу сюда. Если там кто-то стоит, он не может, а если встает, то перемещается. Это очень удобно. То есть раз зашли и быстро к этому голему пришли. Так, все, мы сделали игровое поле. И мы теперь можем уже начинать саму игру. Так, в нашем случае мы не используем карты бонусов, не используем условия, не используем какие-то там другие действия. Поэтому карты все делятся на два вида. Смотрите, вот есть такие синенькие, это карты движения. То есть вы можете идти на минус 1 шагов, но здесь дублировано, чтобы было понятно, назад. Вот, например. Или идти вперед вы можете на 1 шаг. Есть големы, конечно, которые могут там больше типа идти, но в нашем случае их нету. Поэтому мы ходим только на 1 шаг вперед, на одну клетку назад. Есть красненькие карты. Это удар, защита. Ну, вот карта удар. Ну, в нашем случае, вот, например, карта удар, это означает, что мы ударяем, смотрим на оружие, видите, ударяем на 2 единицы. То есть на скопье, то есть на 2 клетки со силой 1. То есть, когда вы ударяете, вы посмотрите на карту оружия, там какие-то спецдействия делать и тому подобное. Это тоже сейчас разберем, когда будем играть. Вот, игроку выдается карту, он их берет на руку. Так, есть поворот вправо и поворот влево. Важный момент, смотрите. Вот стоит голем. Вперед. Назад. Вот красненький подвинулся. Вот если я вот так боком поверну, то вот это будет вперед, вот это будет назад. Теперь поворот идет на месте. Поворот вправо по часовой стрелке, поворот влево по часовой стрелке, то есть вправо. Вот стоит он так. И, например, влево. То есть это очень важно для того, куда ходить. Это развивает пространственное мышление, позволяет, вы когда будете потом программировать роботов, у вас это очень вам пригодится. Ну и даже писать какие-то там программы или алгоритмы. Так, начинаем раунд. То есть вот у нас вот первый раунд. Мы кубики не используем, ничего не используем, начинаем играть. Смотрите, смотрим на мозг. У нас голем не сломанный, он робот наш, он позволяет ему задать 4 команды. То есть каждый игрок начинает задавать команды. Вы не показываете эти карты сопернику. Это очень важно, чтобы не показывать карты сопернику. То есть что вы делаете? Вы выкладываете программу. Вот я сейчас выкладываю программу, например, для синего игрока, ну, я играю за 2 игроков, потом за красного. Так, ну, предположим, синий у нас решил как-нибудь сейчас сходить вот так. Обязательно условие, нужно выкладывать все карты. Если вы что-то не хотите выкладывать, вы можете, у вас есть такая карта стоять на месте. Ничего не делать, стоять на месте просто. Эта карта как пауза, ждать следующей команды. Так, вот мы одну команду выкладываем. Видите, никто не понимает, не знает соперника, как мы пойдем. А мы сходим вот так. Потом, например, я на ходу придумываю действие. Это все также происходит во время игры. Вот смотрите, вторая команда выложена. Так, давайте вот этих големчиков чуть подвинем, потому что у нас они будут мешаться. Так, потом сходим мы еще по-другому. Еще запоминайте, что количество команд ограничено. То есть команды вперед-назад, их всего по 3 штуки. Команды поворот влево-вправо, их по 2 штуки. Команды удара и защиты тоже по 2, поэтому вы можете предугадать, что, например, 2 удара в таком варианте, то есть 3 удара уже не может быть. 2 может быть спокойно. Так, поэтому так. И, предположим, мы вот такую команду выкладываем. Все. Вот мы выложили команды для синего игрока. Остальные карты просто откладываем в сторону, они остаются у игрока, никуда не деваются. И теперь для красного. А красный у нас, решил сходить по-другому. Он думает тоже, как соперник у нас ходит. Так, мы смотрим, выкладываем ему первую команду. Потом мы ему выкладываем вторую команду. И потом мы ему выкладываем две красных. И еще команду. Видите, рубашка одинаковая. Вы не знаете, команды движения идут или команды действий. Очень хорошо. Все, выложили. Как только оба соперника выложили вот наше число команд, видите, у них по 4 у всех пока не сломанные, все нормально, все работает, мы можем уже играть дальше. Теперь мы начинаем открывать по
одновременно каждый вот эти по одному ряду карт каждый игрок. Смотрите, открывается первый ряд у синего игрока и открывается первый ряд у красного игрока. Правило какое? В нашем случае мы не используем условия, не используем различные там циклы, поэтому правило очень простое. Сначала команда движения, потом команда приоритет у команды удара, либо там какого-то действия. В нашем случае вперед и вперед. Игроки берут и переводят своих големчиков. Вот вперед подвинули. Открываем вторую карту. Поворот влево и вперед. То есть этот голем повернулся влево, а этот подвинулся вперед. Он подумал, что вдруг он сам пойдет на лестницу, а я его тут подкараулю. Далее, следующая, третья карта. Третью карту мы открываем. Мы получаем команду здесь вперед. То есть синий у нас подвинулся вперед, а это ударяет по лесенке. А там никого нету, ну ничего страшного. И опять синий голем ударяет по этой клетке. Здесь пусто, но смотрите, какая хитрость. Так, а этот ударяет по этой клетке. Смотрите, какая хитрость. Синий голем ударяет по вот этой клетке, но он-то бьет на две клетки, у него копье. То есть это у нас вот синий голем вот с этой стороны. И чтобы было понятнее, можете вот так вот карты здесь держать рядом с этими големами или там положить карты, которые мы не используем, например. Чтобы для начала не путаться, где правый и левый. Ну, давайте я положу, чтобы было понятно. Синий голем будет у нас вот там. Сейчас красненький голем. Вот это будет красный голем. Вот. Что получается? Он бьет на две клетки. 1, 2. И он поражает красного голема. Что должен делать игрок с красным големом? Ну, в нашем случае летающих големов нет, поэтому мы берем и... Видите, оружие повреждено. То есть мы решили повредить оружие. Мозги нам еще нужны, двигаться мы хотим. А оружие, ну, нет, ну, воды у нас такого нету. Дополнительно бить мы никого не хотим. Противник на воду у нас не встанет в любом случае. Поэтому мы просто переворачиваем вот эту карту. И у нас, видите, получается 2 целых шестеренки. И 1 шестеренка уже поврежденная. Все, этот голем у нас повредился. Красный. Синий целый. То есть, когда последнюю карту вы перевернете, все, ваш голем проиграл. То есть, третий удар уже будет для вас фатальным и решающим. Все, раунд закончился. Как видите, у нас синий голем нанес удар красному. Мы карты все собираем назад. Они опять же идут на руку. То есть они не выкидываются, ничего, они просто возвращаются на руку. Убираются только карты бонуса, но о них мы будем уже говорить дополнительно. Все, ставим счетчик на 2. Начинаем второй раунд. Фигурки все остаются. То есть мы в таком положении так и остались. Все, начинаем второй раунд, начинаем выкладывать также программу для нашего следующего игрока. То есть для наших игроков. То есть второй раунд. Ну, тут ситуация уже достаточно интересная. Тут можно попытаться напасть, защититься или еще что-то сделать. Но мы сделаем хитрее. То есть синий решил пойти вот так. Так, синий. Теперь он решил вот так пойти вторую команду. Как говорится, мы не знаем. Ну, предположим, я тоже не знаю, что у нас синий будет делать. После этого мы сделаем вот такую команду и сделаем вот такую команду. Все. То есть синий игрок, предположим, свои команды задал. Ну, красный игрок также параллельно задает, поэтому это все гораздо быстрее получается. Ну, красный игрок решил чуть-чуть изменить тактику, предположим, и решил сходить вот так. Он сходит вот так. Теперь он сходит так. Так. И, предположим, вот так. Все, мы выложили команды для 2 игроков. Также все по порядку, начинаем открывать команды. Смотрите, назад и вперед. Синий голем переместился назад, красный перемещается на лестницу и автоматически перемещается на парную. Если лестниц больше, чем 1, перемещайтесь на которую вам нравится. Это очень удобно. То есть, если 4 лестницы, то есть вы на одну зашли, из любую из 3 просто переместились, какой-то крутой портал. Это даже запутывает еще больше игроков остальных и позволяет разнообразить игру. Вот. Ну, если не хотите, чтобы вот точно было перемещение на любое число лестниц, есть такой маленький лайфхак, это нам предложили уже наши игроки. Берете монетки, например, по
рублю по 2 рубля, и, например, на 2 лестницы ложите эти монетки, это будет там портал первый, на вторую монетку по 2 рубля, ложите это портал второй, уже у вас перемещение идет только на определенный портал, либо там пуговки одинаковые и так далее. Чтобы пометить, куда вы можете перемещаться. Тут все ограничено вашей фантазией. Так, ну смотрите, вот нас переместились. Теперь, что получается? У нас синий поворачивается вправо, а красный игрок идет вперед. То есть синий повернулся, а красный подвинулся. Следующий, вот очень интересный, вперед защита. Так как голем не может сюда подвинуться, видите, здесь стоит другой. Вот эта команда сгорает. Если два голема, вот, например, они попытаются на одну клетку, а также встать вперед, то они тоже обе команды не смогут выполнить, потому что клетка будет одновременно занята, и у них команда сгорает. То есть в нашем случае команда вперед сгорела. Далее команда защита, ну защищаться не от кого, мы просто стоим, ничего не делаем. Если голем тут толкнется чуть-чуть, ну ничего страшного, его не повреждает. Так, следующая команда удар, а у нас здесь защита. Но смотрим внимательно. Защита на 1 единицу, удар на n. Смотрим, насколько у нас бьет наш голем с копьем. На единичку. То есть у нас не бронебойное оружие никакое, поэтому мы, соответственно, с красным голем защищается от синего. Все, раунд закончился, никто никого не повредил. Карты возвращаются на руки. Вернули на руки здесь. Красный голем также карты мы вернули на руки. И третий раунд. Спрашивают, что будет, если у нас големы так и останутся, мы дойдем до 8-го раунда. Ну, там будем считать, у кого меньше повреждений. Если повреждения будут одинаково, значит, ну, победила дружба тогда. Обычно до 8-го раунда это надо хорошо по полю бегать, или поле огромное было. Ну, обычно все решается в районе нескольких раундов. Смотрите, сейчас уже они стоят друг перед другом. То есть здесь может быть игра быть на то, кто первым, у кого задут нервы, можно сбежать, попытаться. Но тут вариантов много. Вот давайте сейчас предположим, синий решил поступить вот так. Сейчас. Может, нелогично, но интересно. Заодно разберем еще одну вещь, которая может быть в командах. То есть вот синий вот такая команда. Потом у нас будет вот такая команда. Потом будет вот такая команда. И будет у нас вот такая команда. Все, синий, опять же, мы составили программу. Из 4 у нас мозги не повреждены, ничего не повреждено. Мы начинаем играть дальше. Теперь красный. Красный у нас немножко по-другому, он тоже хитрый. Будет у нас он так сходит. Потом он сходит. Потом он сходит вот так. А потом он сходит две таких команды. Еще последние. Если один раз сыграть, все встает на свои места. То есть вот так же просто играете даже по тому гайду, который вот я сейчас сделал. То есть разложили игровое поле, поставили големов и начинаете задавать их. Так. Теперь немножечко дальше мы пойдем действовать. Так, у нас, я вижу, все работает. Все работает. Если даже YouTube чуть-чуть подтормаживает, ничего страшного, это все догонится. Следующий раунд, третий. Опять же, мы открываем один и тот же ряд команд. То есть мы задали, вот у нас мозг, смотрим, свиточек, 4, значит, 4 команды, наш голем еще всему в голову входит. То есть мы 4 команды там помещается в его компьютер бортовой. И мы можем именно 4 карты команд задать. Все, мы открываем первую карту. Смотрите. Удар. И идти -1 шагов, то есть это назад получается. Что это означает? У нас приоритет движения, то есть сначала голем сходит и переместится вот сюда, причем, смотрите, он не переворачивается, он как стоял, так и перемещается. Вот на эту клеточку он переместился. Вот. Удар приходится на, казалось бы, пустую клетку, но нет, опять, красный опять ошибся. Он забыл, что голем у нас копьем, он бьет на 2 клетки. 1, 2. А если удар происходит по лесенке, копье, мы считаем, что это как бы такой портал, либо это 2-й этаж, копье длинное, оно ударяет опять по красному голему.
Красный голем у нас опять получает повреждение. То есть если голем стоит на парной лестнице, неважно на какой, если вы только не задали их какие-то определенные, то есть они все равнозначные, то удар по этой клетке приводит к удару по самому голему. В нашем случае придется чем-то жертвовать. Давайте пожертвуем мы движителем. Мы переворачиваем эту карту. Теперь мы перед началом раунда бросаем кубик. Перед началом раунда вот этого. Если вы паладин или 6, все, мы не можем двигаться. Все, наш голем заглох, и в этом раунде он не заведется. Вот чем плохо играть с таким колесным движителем. Ну, мы решили пожертвовать не мозгом, а движителем. Ну, вдруг не выпадет 1-6. Все, у нас голем такой стал. Но это в следующем раунде только будет. Он в этот раунд доиграет нормально, ничего бросать не надо. Но осталось у него всего 1 жизнь, получается. Теперь мы вторую карту переворачиваем. Здесь поворот влево, а здесь вперед. Вот в чем проблема? Какая ошибка допустил красный игрок? Чтобы попасть на лестницу, ему нужно сойти с нее и зайти снова. То есть вот он стоит на лестнице, он не может никуда идти. Видите, впереди же ничего нету. Парно он переместиться не может, он переместился уже на лестницу назад. Подвинуться он сюда не может. То есть чтобы подвинуться на эту клетку, нужно встать на нее. То есть надо было сделать вот так, назад, а потом вперед. В нашем случае голем стоит на месте. Ну, сам виноват. А это поворачивается влево. Ну, теперь третья карта. Тут поворот вправо, а здесь удар. Но голем, если стоит, опять же, куда ударяет он? Вот сюда, перед собой, на клетку. Не в ту клетку, где он стоит, а перед собой. Он бьет на одну клетку вперед. Здесь тоже пусто у нас, здесь пустое пространство, поэтому ударяет он в пустоту. Этот поворачивается вправо. И 4-й раунд. Здесь удар на пустое место, а этот голем бьет опять на 2 клетки вперед. Все, красный голем у нас повержен. Все, мы поворачиваем эту карту. 3 шестереночки поврежденных, вот в углах. Игра закончена. Получается, у нас големчики между собой разобрались, синий у нас победил. Вот такой простой раунд. Теперь давайте... Вот такой простой раунд. Теперь разберем некоторые моменты, которые могут быть в игре дополнительно у нас. Что произойдет, если там какие-то действия, или там удары, или тому подобное. Это уже просто если вы какие-то команды зададите определенные. Сейчас уже будем это разбирать. То есть смотрите, вы можете добавить в игру, ну, опять же, по движению. Если у вас голем стоит, предположим, вот здесь, и вы зададите ему движение, такую команду, зададите команду, так, я сейчас ее возьму, чтобы она у меня тоже была. Вот, и вы зададите ему команду вперед, синему, то что произойдет? Вот синяя команда вперед. Идти на 1 шагов. То есть вот эти команды, это Scratch команды, это язык программирования Scratch, а это у нас вот дубль, чтобы было понятнее. То есть, если вы будете в Scratch программировать роботов или писать о них, у нас есть такая интересная инструкция про роботы-пылесосы. Я потом в описании к этому видео скину ссылку на учебничек про Scratch, где вы также можете попрограммировать роботов на компьютере и в конце робота-пылесоса программировать. Вот, и вы увидите такие же конструкции там. Вот, если у нас голем вот так стоит, видите, стенка, он ее не может пройти. Все, получается, команда сгорает. Если бы голем стоял вот здесь, у него движитель колесный, и у нас на воде ничего нету, и он не может летать. То есть ракета, например, может летать над водой. Вот есть у нас специальный ракетный голем, вот такой. Он может летать над водой, если он не сломан. Вот ракетный. То есть прямо написано. Вот здесь вот написано. Видите, летает над водой, может летать. Если сломанный, уже не может. Только по плиткам. То есть. И если у нас не стоит бочка, если стоит бочка, то есть вы можете по ней ходить, вот, как мост, понтон, это очень хорошее такое дополнение в эту версию введено, то голем, попадая в воду, теряет 1 жизнь. То есть он получает поломку. Вы должны будете что-то ему убрать. И вы должны из воды выйти. Но выйти вы можете на любую свободную клетку справа, слева, сверху или снизу. То есть если вы сюда, например, попали в воду, вам не обязательно сюда выходить. Вы можете вот сюда выйти. Это большой плюс. Причем, если у вас, например, будет река какая-нибудь, вот такая, предположим, вот смотрите. Я сделаю такую речку, и вот здесь, предположим, будет вот так, как расположено. То, попав в воду, вы можете по течению проплыть, и вас может сюда вынести. Вы можете пожертвовать 1 жизнью, но переместиться по реке. Это тоже один огромный плюс при игре у нас с водой.
Но если стоит бочка, она плавает. То есть вы на нее встали, все. И вы уже никуда вас не двигаетесь, это как будто бы клетка. Так, теперь про бочки. Про бочки. Бочки штука интересная, бочки штука полезная. Вы можете разместить, у вас бочек много, вы кладете вот так случайно, чтобы никто не видел, или там просите кого-то разместить из взрослых, или там кто не играет с вами. Почему? Потому что есть содержимое. Бочка может быть пустой, здесь может быть бомба, она может взорваться. И здесь может быть лечилка, то есть это починка, то есть вы можете починить вот какого-то там големчика определенного. Вот, предположим, вы тут стоите, вот у вас бочка. Сейчас я расскажу, как взаимодействовать с бочками. Вы их на игровом поле размещаете и с ними играете. Вообще все это расписано в инструкции. То есть если вы посмотрите, у вас есть все действия, например, для бочек. То есть что произойдет, если у вас кто-то что-то взорвет. Кто-то что-то взорвет. Или там разобьет, или так далее. Смотрите, если вы стоите вот таким вот образом, то есть вы смотрите, вот стоит синий голем, он стоит перед бочкой, вы делаете карту вперед. Бочка двигается по полю, если перед ней нет препятствий. То есть если стоит вот такой голем, вы вперед не можете подвинуться. Видите, здесь бочка, здесь голем, он не двигается. Но если вот так, вы бочку двигаете на одну клетку. То есть вы можете толкать бочку, можете не брать ее, ничего, можете ее толкать до того момента, пока перед ней не будет стоять там стена, либо не будет стоять другая бочка. Если бы вы стояли вот так, здесь, опять же, смотрим правила. Если за бочкой стоит вода, вы ее также сталкиваете. Все, пожалуйста, вы себе мостик сделали. Теперь можете ходить по нему, пока никто эту бочку не сломает. То есть понятно. То есть если за бочкой кто-то стоит, стена, либо голем, вы двигать не можете. Если стоит вторая бочка, вы двигать не можете. Если ничего нет, вы двигаете. Теперь, если вы стоите перед бочкой и дали команду удар по ней, бочка разрушается, вы ее переворачиваете, смотрите, починка, все, мы починились, мы берем и чинимся. Но может быть плохо в некоторых случаях, то есть может быть пусто, то есть бочку просто убираете с поля, вот ударили по такой бочке, перевернули, разбили, все, убрали щепки. А может быть вот так. Ударили, бочка взорвалась и нанесла вам одно повреждение. Все, вы должны карту перевернуть. Теперь, если рядом стоит другой голем, ничего не произойдет. Бочка бьет только по тому голему, который вы по ней ударил. Но если вы ударяете, вот предположим, у вас в одном ряду у синего и красного будет одна и та же команда. То есть вот мы возьмем, например, вот так вот. И у синего и красного будет удар. Они одновременно ударили по бочке. Бочка перевернулась, здесь оказался динамит. Все, оба голема получают повреждения. То есть это условие такое. То есть бочка с бомбой или с динамитом, как хотите называйте, дает повреждение тем, кто по ней ударяет в этот ход. Если ударяет только один, то остальные големы, которые стоят рядом, не получают никаких повреждений. Вот так играть с бочками. Но их еще можно носить. Это очень интересно, их можно носить, кидать и тому подобное. И в игру можно, когда вот так вот научитесь играть, ввести дополнительные карты, то есть ввести карты циклов и условий. Но об этом мы поговорим уже в следующем видео. То есть это наше видео «Как начать играть». Следующее будет видео «Как уже играть полноценно», как добавить туда карты условий и циклов, и карту взять, положить, поговорим вот о том, как таскать бочки, куда их кидать и что это нужно. Сделаем двух разных големов, и это где-то на этой неделе, может быть, тоже видео выйдет. А потом я расскажу про головоломки, как с ними заниматься, как их использовать в школе, как использовать дома для самостоятельных занятий. Ну и в конце поговорим про ботов, как играть. У нас 2 голема, а как сделать так, чтобы играть на 4 игрока, то есть на 4 голема, поэтому... Это тоже можно будет сделать, это будет разнообразней, когда у нас 2 голема будут управляться нашими специализированными рандомными действиями. То есть просто бросаем кубики, они как-то будут ходить. Все, всем спасибо, кто смотрел. Если есть какие-то вопросы, можете просто оставлять их в комментариях, можете заходить к нам в группу ВК, можете заходить в Facebook, там писать.
Ну и кому игра понравилась, можете ее приобрести. Ссылочка будет также под этим видео, когда мы его, то есть выложим. Сейчас прямая трансляция, а чуть позже обработаем, и будет ссылочки уже все здесь готовы. Всем пока!